Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать о 100 открытиях, которые изменили мир. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Никогда не знаешь, кто что когда и где изобрел, изобретает или еще изобретет или даже сделает какое-то открытие. А знаете, почему это именно так? Да потому что изобретений и открытий, даже очень значимых, по миру уже так много, сделанных за всю историю человечества, что систематизировать и создать специализированную библиотеку или ее некий глобальный онлайн-аналог, где бы каждое изобретение и открытие было задокументировано и описано, просто непосильная задача, как минимум из-за того, что немалое количество полезных знаний прошлого уже утеряно или навсегда осталось тайной. Но этого мы не можем сказать о следующих 100 открытиях, которые так или иначе изменили мир и которые мы с удовольствием подобрали для наших уважаемых зрителей. Кто, где и когда сделал такие важные открытия, которые изменили мир, как, например, спидометр, кино, интернет или кукурузный сироп. Уверены, некоторым открытиям вы будете крайне удивлены, когда узнаете, как они появились. Считается, что 3 величайших изобретения человечества – это огонь, колесо и электричество. Их открытие, безусловно, было огромным прогрессом для нас, и вряд ли с ними может сравниться изобретение таких вещей, как шоколадное печенье. Тем не менее, несмотря на их кажущуюся незначительность, многие открытия из нашего списка оказали внушительное влияние на ход мировой истории. Предлагаем вашему вниманию подборку из самых невероятных открытий, которые изменили мир. 1. Пенициллин. Один из первых антибиотиков в истории человечества. Пенициллин был открыт в 1928 году. Однако его первооткрыватель, доктор Александр Флеминг, никогда не предполагал, что он совершит революцию во всей медицине, как он впоследствии выразился. Для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий, писали про него парижские газеты в 1945 году. Микробиолог Александр Флеминг, который однажды посеял слизь из собственного носа в одну из чашек Петри с бактериями. Через несколько дней он обнаружил, что в местах, куда попала слизь, бактерии были уничтожены. Позже ученый выяснил, почему. Слизь содержала вещество, которое он назвал лизоцимом, естественным антисептиком. Но это была лишь предтеча к главному открытию всей жизни Флеминга и одному из главных в истории человечества. Идея о том, что убивать бактерии способны природные вещества, не давала ему покоя. Так же, как и нелюбовь к порядку. Флеминг открыл антибиотик совершенно случайно, когда один из его лаборантов случайно оставил культуры золотистого стафилококка в своей лаборатории на 2 недели и обнаружил, что плесень под названием Penicillium notatum остановила их рост. Рассмотрев ее, он заметил, что колонии бактерий вокруг плесени стали прозрачными и погибли. Так микробиолог выделил пенициллин из плесневого гриба пеницилла и спас миллионы жизней в годы Второй мировой войны, не говоря уже про будущие поколения. В СССР пенициллин был впервые создан Зинаидой Виссарионовной Ермольевой в 1942 году и сразу же сыграл спасительную роль на фронте, снизив смертность и количество ампутаций после ранений в разы. Ермольеву после изобретения начали называть мадам Пенициллин. 2. Защитное стекло. В 1903 году ученый Эдуард Бенедиктус наткнулся на свое изобретение случайно. Он работал в своей лаборатории и нечаянно сбил колбу с полки. Однако стеклянная посуда лишь слегка треснула, сохранив свою форму, вместо того, чтобы разлететься на миллион крошечных осколков.
Дальнейшее исследование показало, что покрытие из нитрата целлюлозы на внутренней стороне стекла скрепляло стекло, что привело к изобретению защитного стекла. В конце концов Бенедиктус произвел эксперимент, названный им многослойным стеклом, в котором слой целлулоида был приклеен между двумя листами стекла. Он запатентовал свое изобретение в 1909 году, но оно не получило широкого распространения до Первой мировой войны, а к 1919 году Генри Форд устанавливал стекло на все свои модели автомобилей. За этим последовали усовершенствованные модификации, приведшие к изобретению в 1936 году поливинилбутираля, основы для пуленепробиваемого стекла. 3. Имплантируемый кардиостимулятор. Уилсон Гридбэч, адъюнкт-профессор технических наук в Университете Буффало, непреднамеренно создал кардиостимулятор в 1956 году. Ученый разрабатывал оборудование для записи тонов сердца, когда использовал не тот транзистор, и обнаружил, что вместо записи шумов его творение производит электрический импульс, напоминающий сердцебиение. Вместе с Уильямом Чердаком, хирургом из административного госпиталя ветеранов в Буффало, Гридбэч успешно контролировал сердцебиение собаки в 1958 году и сердцебиение человека в 1960 году. 4. Микроволновая печь. Перси Ле Барон Спенсер, как обычно, работал над мощными электронными лампами, генерирующими короткие радиоволны. Он заметил, что шоколадный батончик, который лежал у него в кармане, растаял. Инженер понял, что за это явление ответственны магнетроны, а в 1945 году он уже подал заявку на патент на свою металлическую жарочную коробку с микроволновым приводом, или микроволновую печь, какой мы ее знаем сегодня. 5. Вазелин. 22-летний химик Роберт Август Чесбро был заинтригован потенциальным использованием нефти и решил отправиться на место ее открытия в Титусвиль, штат Пенсильвания, чтобы поэкспериментировать с ней. Вещество, известное как вазелин, было создано благодаря наблюдению Чесбро за рабочими, бурящими нефть, которые применяли побочный продукт насосного оборудования, желеобразное вещество, которое они счищали с него и часто наносили на кожу для лечения порезов и ожогов. 6. Английская булавка. Говорят, что изобретатель Уолтер Хант начал возиться с какой-то проволокой, когда работал за своим столом и пытался понять, как расплатиться со своими долгами. Хант изобрел английскую булавку 10 апреля 1849 года, поэкспериментировав с кусочком металла и обнаружив, что при скручивании он может застегиваться и снова расстегиваться. 7. Спички. Когда химик Джон Уокер непреднамеренно провел по камину палкой, обмотанной тряпкой, смоченной химикатами, и заметил, что она загорелась, он сделал открытие, которое позже стало известно как спички. Первоначально Уокер использовал картон для создания своих фрикционных огней, как он их назвал, но вскоре перешел на использование деревянных палочек и наждачной бумаги. Кстати, это изобретение датируется 1826 годом. 8. Пузырчатая пленка, также известная как пупырка. Хотя пузырчатая пленка была специально создана инженерами Марком Шаваном и Альфредом Филдингом, она никогда не предназначалась для использования в качестве упаковочного материала. Тем не менее, после того, как пузырьковые обои двух владельцев бизнеса не смогли завоевать популярность, они изменили курс и начали продавать свою продукцию в качестве утеплителя для теплиц, а затем, в 1960 году, в качестве защитной упаковки. 9. Липучка. Выгуливая свою собаку, швейцарский инженер Жорж де Мистраль заметил надоедливые репейники, прилипшие к его одежде. Он обнаружил, что колючки имеют крошечные крючки, которые позволяют им легко прикрепляться к одежде и меху. Де Мистраль вдохновился созданием механизма крепления, в котором использовалась та же идея, что и в случае с репейником. Конечным результатом стало то, что сейчас известно как липучка. Как и многие великие идеи, это также осталось за пределами общественного интереса. Он отправился в столицу тканей Лион,
Однако никто из фабрикантов не заинтересовался его революционной застежкой-липучкой. Жоржа не принимали всерьез с его затеей. Однако де Мистраль не унывал, он не переставая, думал над идеей текстильной липучки. Так, перебрав множество материалов, он остановился в итоге на нейлоне при специальной обработке, он прекрасно подходил для изготовления склеивающихся частей. Впрочем, прошло еще много лет, прежде чем Жорж де Мистраль остался доволен, то петли оказывались слишком большими, то прочность прилипания была невысокой, то ткань изнашивалась быстрее, чем следовало. Так, он представил свою разработку, текстильную застежку, в патентное бюро в Швейцарии в 1951 году, и лишь в 1955 де Мистраль получил долгожданный патент. Он назвал свое детище Велкро, и успех, который ожидал это изобретение, был просто огромным. Так, уже через пару лет он торговал своей текстильной застежкой, которая широко известна сегодня как липучка, по всей Европе. В конце 1950-х производство текстильной липучки было налажено в Канаде и США. Впрочем, первые, ранее застежки-липучки, были не особенно привлекательны на вид, однако вскоре их начали широко использовать в аэрокосмической промышленности, а также в спортивном снаряжении. В итоге Жорж де Мистраль продавал до 55 тысяч километров липучки ежегодно. 10. Стикеры. Согласно веб-сайту Post-it, исследуя разные сильные клеи, ученый из компании 3M, доктор Спенсер Сильвер, обнаружил один, который мягко прилипал к поверхностям, но не прикреплялся к ним прочно и легко удалялся. Спенсер Сильвер долгое время пытался разработать суперкрепкий клей для аэрокосмической промышленности. Судьба распорядилась таким образом, что вместо задуманного он получил, наоборот, слабый и чувствительный к малейшему давлению клей. Очевидно, что его применение в аэрокосмической промышленности было нецелесообразным. Однако годы спустя Арт Фрай, еще один ученый из 3M, обратился к Сильверу с просьбой разработать закладку, которая могла бы приклеиваться к бумаге, не повреждая страницы. Эта закладка в конечном итоге превратилась в стикер, идеальный по размеру листок бумаги, на котором можно писать маленькие заметки. 11. Рентгеновский аппарат. Ученый Вильгельм Конрад Рентген как-то раз экспериментировал с электрическим током и электронно-лучевыми трубками. Ему удалось обнаружить, что платиноцианид бария, находящийся внутри трубки, светился, хотя находился в соседней комнате от аппарата. Это подтолкнуло рентгена к мысли, что, вероятно, здесь присутствует какой-то тип излучения, способный проходить сквозь стены. Рентгену пришла в голову мысль просветить какой-то объект этими лучами и посмотреть, что он покажет. Для этой задачи он воспользовался своей женой. Таким образом, первый в мире рентген был рентгеном рук его жены. 12. Кока-кола. Человек, разработавший сироп для Кока-кола, не был шеф-поваром и не имел никакого отношения к пищевой промышленности. На самом деле автор рецепта этого напитка, доктор Джон Стит Пембертон, был фармацевтом. Он хотел создать алкогольный напиток, содержащий кофеин и запрещенное вещество, о названии которого можно догадаться из названия напитка, чтобы наркоманы, подобные ему, могли использовать его, чтобы отвыкнуть от других запрещенных веществ. Первая бутылка Кока-колы была создана в 1886 году, когда Пембертон исключил алкоголь из рецептуры из-за сухого закона. Однако запрещенное вещество, о названии которого можно догадаться из названия напитка, оставался частью этой смеси еще долгие годы. 13. Вулканизированная резина. Чарльз Гудьер случайно создал вулканизированную резину в 1839 году, которая теперь используется для создания долговечных изделий, таких как автомобильные шины. Он годами пытался изготовить каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям, но преуспел только тогда, когда по ошибке положил немного обычного каучука, смешанного с серой, на горячий огонь и обнаружил, что она сохранила свою структуру. 14. Фруктовый лед. Фрэнк Эперсон, 11-летний ребенок, создал фруктовый лед, когда случайно оставил стакан,
с лимонадом с палочкой для перемешивания на ночь на крыльце. Ночью резко похолодало, и когда Фрэнк вышел на улицу на следующее утро, его напиток замерз, как сосулька. Эперсон решил облизать свою замороженную смесь и обнаружил, что на вкус она довольно приятная. Молодой новоявленный бизнесмен первоначально назвал свое творение «Эпсикл», сочетание слова «сосулька» и его имени, но позже название было изменено на «фруктовый лед». 15. Эскимо. История эскимо началась 100 лет назад, когда американец датского происхождения Кристиан Кент Нельсон подал в патентное бюро заявку на изобретенный им способ изготовления мороженого в шоколадной глазури. Легенда гласит, что Нельсона, владевшего кондитерской лавкой, натолкнул на мысль совместить два продукта в одном некий мальчик, который никак не мог решить, что же ему купить – мороженое или плитку шоколада. Изобретатель долго экспериментировал и пришел к тому, что брикет мороженого надо очень сильно заморозить, тогда горячая глазурь успевает застыть, не растопив его. Свой продукт Нельсон стал продавать под названием Ice Cream Bar. Это сочетание звуков может означать и батончик мороженого, и этот батончик заставляет меня визжать. Но веселый каламбур не привлек покупателей, и тогда супруга компаньона Нельсона, производителя шоколада Расселла Ставера, предложила назвать новый продукт эскимосским пирогом Эскимо Пи. Мороженое с новым, более привлекательным названием разлеталось мгновенно, фабрика не справлялась со спросом, и партнеры решили, что разумно предоставлять лицензию другим фирмам, получая комиссионные. Всего за год продажи лакомства выросли в десятки раз, только в США 1500 производителей продавали в день, 1 000 000 пачек эскимо, пока без палочки, на этом настоял Ставер. Разбогатевший Нельсон тратил значительную часть доходов на адвокатов, защищавших в судах его патент, пока в 1929 году тот не был признан недействительным ввиду безмерной широты патентной формулы, охватывавшей любой мороженый продукт в шоколаде. Тогда кондитер ушел из компании, продав свою долю, но вскоре вернулся и вплоть до 1961 года работал в ней наемным менеджером. Умер он в 1992 году, в возрасте 98 лет, и уже не увидел, как права на бренд Эскимо перешли к другой компании, потом ко второй, третьей, пока в 2007 году их не выкупила одна из дочек Nestlé. В 1928 году француз Шарль Жерви организовал в Париже производство эскимо. Познакомившись с этим лакомством в США, он решил порадовать им своих соотечественников. Новинка им так понравилась, что вскоре во Франции слово «эскимо» стало нарицательным. То же произошло и в СССР. У нас в роли популяризатора эскимо выступил нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, по распоряжению которого в 1930-е годы в Москве было организовано производство этого лакомства. 16. Бренди. Голландский судовладелец пытался сделать вино более транспортабельным в XVI веке, используя тепло для концентрирования спирта и добавления воды перед употреблением. Но вскоре он понял, что концентрированное вино на вкус намного лучше разбавленного. В результате он отказался от водной части своей идеи и дал своему новому алкогольному напитку голландское название брендюиджен, что означает «жжёное вино». 17. Чайные пакетики. Сетка для чайных листьев была предметом патентной заявки двух женщин в 1901 году, но Томасу Салливану, торговцу чаем, приписывают создание современного чайного пакетика в 1908 году. Хотя в намерение Салливана не входило, чтобы потребители использовали маленькие шелковые мешочки, в которых он посылал образцы чая, в качестве чайных пакетиков, они все равно так делали, поскольку это было очень удобно. 18. Виагра. Несмотря на то, что Виагра является одним из фармацевтических препаратов с самыми высокими показателями продаж за всю историю, она больше не используется по прямому назначению. На этапе тестирования Виагра рекламировалась как средство для лечения стенокардии, сердечного заболевания, вызывающего стеснение в груди. Маленькая голубая таблетка также повышала мужскую силу в качестве побочного действия.
и несмотря на то, что она не помогла при лечении стенокардии у участников исследования, в настоящий момент активно используется эффект, первоначально обнаруженный как побочный. 19. Хинин. Хотя хинин веками был известным целебным веществом, его первое применение в качестве противомалярийного средства приписывают Шарлю Мари де ла Кондамину в 1737 году. Именно он открыл форму хинина, наиболее эффективную при лечении малярии. 20. Радиоактивность. Вы можете поблагодарить за это Анри Беккереля и мать природу. В 1896 году химик пытался заставить флуоресцентные материалы излучать рентгеновские лучи при воздействии солнечного света. Ему пришлось оставить исследуемый образец в своем ящике, потому что выдалась пасмурная неделя. Он открыл ящик, когда наконец выглянуло солнце, и обнаружил, что урановый камень, который он использовал, оставил свой след на соседней фотопластинке, даже не подвергаясь воздействию света. 21. Слинки, шагающая пружина. Когда в 1945 году обычная пружина упала и отскочила от стола, рядом с которым сидел изобретатель Ричард Джеймс, его посетила идея на миллион. После долгих часов подбора правильного веса и пропорций, Джеймс явил свету первую шагающую пружинку. Первая партия пружин в количестве 400 штук была распродана спустя всего 90 минут после начала демонстрации изобретения в универмаге. Впоследствии его жена основала James Industries, компанию по производству и распространению слинки. К удивлению многих, спустя 15 лет после своего дебюта в мире игрушек, Джеймс подался в секту и переехал жить в Боливию. 22. Суперклей. Гарри Кувер искал материалы для изготовления прозрачных пластиковых прицелов для оружия в 1942 году, когда наткнулся на химическую смесь, которая прилипала ко всему, с чем соприкасалась. Только в 1951 году Кувер и его коллега-исследователь из Истман Кодак Фред Джойнер перепрофилировали тот же рецепт под названием катализируемые спиртом цианоакрилатные клеевые композиции, суперклей, как говорится в патенте, для хорошо известных сейчас всем нам целей, потому что в первоначальном месте не видели, как можно применять такой липкий раствор. 23. Тефлон. Тефлон – это синтетический полимер, который используется для создания чего угодно, от краски для ногтей до сковородок с антипригарным покрытием. Рой Планкет, человек, который нашел этот продукт, сделал это по ошибке. Когда ученый понял, что часть газа, с которым он работал в то время, превратилась в белый порошок, он продолжил испытание материала. Планкет пришел к выводу, что это вещество имеет низкое поверхностное трение и является термостойким, что делает его идеальным материалом для его нынешнего применения. 24. Кукурузные хлопья. В 1894 году адвентист седьмого дня доктор Джон Харви Келлог работал в санатории Бэтл-Крик в Мичигане. Келлог считал, что пища, состоящая в основном из нейтральных продуктов, намного полезнее, не говоря уж о том, что сладости и пряности побуждают в человеке самые низменные инстинкты. Одним прекрасным утром Келлог в компании своего младшего брата готовил пшеницу. Оставив ее на некоторое время размокать, они удалились из кухни. По возвращении Келлог обнаружил, что пшеница перележала и пришла в негодное для еды состояние. Тогда Келлог решил пропустить зерна под прессом, получив при этом тонкие пластины. Братья пожарили их, и получившееся блюдо подали отдыхающим и лечащимся в санатории. 25. Первый искусственный подсластитель. Константин Фольберг изготовил первый искусственный подсластитель – сахарин в 1878 году. Русский химик обнаружил, насколько сладкими были некоторые вещества, с которыми он работал, когда случайно попробовал их на вкус во время работы в лаборатории. Проведя некоторые исследования, Фольберг пришел к выводу, что при реакции асульфобензойной кислоты с хлоридом фосфора и аммиаком образуется сульфинид бензойной кислоты или сахарин. Именно это вещество имеет сладкий вкус, без каких-либо калорий. 26. Динамит.
Хотя Асканио Сабрера создал взрывчатый нитроглицерин, Альфред Нобель был тем, кто использовал его для создания динамита. Живя в Париже, Нобель начал экспериментировать с нитроглицерином. В конце концов, смешав это вещество с кизельгуром, он случайно обнаружил способ его контролировать. В процессе изобретения погибло несколько человек, в том числе брат Нобеля Эмиль. 27. Сухая чистка. Хотя Жан-Батист Джоли работал текстильщиком в швейной промышленности, он по ошибке открыл для себя новую технику химической чистки. Джоли не понимал, что керосин делает скатерть чище, пока его служанка случайно не опрокинула на нее лампу. Это наблюдение привело к созданию первой химчистки. 28. Жвачка для рук, хэндгум. Инженеру Джеймсу Райту во время Второй мировой войны было поручено разработать менее дорогой заменитель синтетического каучука. Райт смешал силиконовое масло с борной кислотой и обнаружил, что полученное вещество было гибким и упругим, способным растягиваться и отскакивать дальше, чем резина, даже при экстремальных температурах, а также копировать любую газету или комикс, к которым прикоснется. Однако боссы Райта были недовольны его замазкой, и только через несколько лет бизнесмен Питер Хаджсон увидел ее потенциал. Так на свет появилась пластичная игрушка на основе кремний-органического полимера, которую назвали жвачка для рук. 29. Жевательная резинка. Несмотря на то, что жевательная резинка существовала в различных формах со времен древних греков, современная разновидность была создана только в конце 1800-х годов. Жевательное лакомство было открыто американским изобретателем по имени Томас Адамс-старший. Изначально он хотел воспользоваться соком саподилы, чтобы усовершенствовать каучуковые изделия, но когда у него не вышло, в ярости он решил разжевать полученное вещество. Так родилась мысль использовать его для жвачки. Эйден добавил туда ароматизатор и представил миру свой вариант жевательной резинки. Успех его изобретения был таков, что Эйдену пришлось открыть собственную фабрику по производству жвачки. 30. Пластилин. Национальный музей игр Стронга утверждает, что первой версией этой известной детской игрушки было чистящее средство. Производитель мыла Cuttle Products создал этот продукт для чистки обоев и заключил контракт с продуктовыми магазинами Kroger. 31. Печенье с шоколадной крошкой. Хозяйка Toll House Inn, Рут Уэйкфилд, пекла угощение для своих гостей, когда обнаружила, что какао-порошок для выпечки закончился. Она как раз собиралась его добавить в свежую партию теста для печенья. Находчивая женщина решила заменить его кусочками шоколада Nestlé в надежде, что он растает в духовке. Однако все вышло не совсем так, как предполагала Рут. Открыв духовку, она обнаружила, что шоколад так и не растаял. Так появились на свет первые в мире печенья с шоколадной крошкой. 32. Фейерверки. История изобретения фейерверков отдает некоторой апокрифичностью, но кто знает, как оно было на самом деле. Согласно этой истории, фейерверк был изобретен китайским поваром, который случайно пролил селитру в огонь. В результате пламя получилось неоднородным и разноцветным. Позднее эту особенность стали применять для создания фейерверков, заталкивая смесь селитры в бамбуковую трубочку и поджигая ее. Таким образом, благодаря неизвестному китайскому повару, у нас появилась возможность скрасить ход праздников таким вот шумным и красивым зрелищем. 33. Котекс. Само название котекс зародилось от словосочетания cotton texture, что означает хлопковая ткань. История открытия прокладок котекс довольно занимательна. Давайте вернемся в далекие времена, когда Первая мировая война была в самом разгаре. На тот момент целлюлозная вата Кимберли-Кларк часто служила заменой хлопчатобумажной вате, которая была в дефиците. Военные медсестры приспособили эту вату для своих целей. Новый материал был невероятно эффективен в качестве заменителя бинтов, настолько, что после окончания войны его стали использовать для производства прокладок. Таким образом, материал, ставший незаменимым в военное время, нашел себе применение и в мирные годы.
34. Кинематограф. Демонстрация первого в мире кинофильма произошла в 1895 году. Братьями Люмьер была снята картина под названием «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты». Сюжет был незамысловат, однако представившееся в фильме чудо повергло в шок зрителей. Ведь никто не мог поверить в то, что, сидя на кресле, можно увидеть надвигающийся на тебя состав. Смотреть самый первый фильм в мире 1895 года «Прибытие поезда братьев Люмьер» пришло много народу. Но они были психологически не подготовлены к такому повороту событий. Некоторые отскакивали от экрана, боясь, что их собьет движущийся поезд. Первый киносеанс произвел фурор. С тех пор братья Люмьер получили всемирную известность и считаются родоначальниками кинематографа. Это официальная версия. Так, в каком году вышел первый фильм? В 1888 году, еще до появления кинематографа, как понятие, сняли первое кино. Оно длилось всего пару секунд и демонстрировало ходящих по саду нескольких человек. Луи Ле Принц снял сцены в саду Роундхэй, это самый старый фильм в мире. Следом автор снял еще один фильм, но тот не попал на всеобщее обозрение, так как Луи Ле Принц пропал без вести. До сих пор ведутся споры, в каком году появилось кино. Официальная версия – это 1895 год, а неофициальная – 1888 год, когда был снят первый фильм о прибытии поезда. Другие операторы стали пробовать создавать аналогичные ленты на других вокзалах. В каком году был снят фильм о поезде номер 2 и номер 3? В 1898 году. Жоржем Мелисом «Прибытие поезда на вокзал Винсана» и «Прибытие поезда на вокзал Жуанвиля». Когда вышел первый фильм, это стало началом эпохи кинематографа. 35. Первый промышленный робот. 13 июня 1961 года американскому изобретателю Джорджу Девалу выдали патент на первого в истории промышленного робота. Механизированный манипулятор Унимейт занял свое место на предприятии General Motors. Он забирал детали с линии непрерывного литья и устанавливал их внутрь автомобильных кузовов методом сварки. Внешне Унимейт напоминал подвижную руку с захватом клещами. Появление промышленных роботов ознаменовало новый этап технической революции. В наши дни роботов широко используют не только для выполнения рутинных задач на предприятиях, но даже запускают в космос. Персеверанс, который исследует Марс, это тоже робот, снабженный захватом и множеством датчиков и камер. 36. Уги. В мире существует два типа уги. Один – это оригинальные уги, а другой – сапоги других брендов, для которых уги – это общее название данного типа обуви. Первым производителем оригинальной версии стала австралийская марка Deckers. Уги-обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой. 37. Пена для тушения пожара и первый в мире пеноогнетушитель. Пена для пожаротушения была изобретена в 1902 году в Российской империи русским инженером и химиком Александром Лораном. Лоран стал очевидцем пожара на нефтепромысле, продолжавшегося несколько дней, и видел беспомощность пожарных. Он провел опыты по тушению горящей нефти пеной, а затем запатентовал способ получения воздушно-механической пены и основанный на этом принципе компактный огнетушитель Эврика, официальное испытание которого состоялось в мае 1905 года в Петербурге. В 1906 году российский изобретатель Александр Лоран подал заявку на патент изобретения. В 1907 году оно было запатентовано, способ получения воздушно-механической пены и основанный на этом принципе компактный огнетушитель. Объем огнетушителя был разделен на две части, соединяемые через ударник. В случае пожара ударник удалялся, огнетушитель переворачивался и две жидкости смешивались. Бикарбонат натрия и сульфат алюминия при участии стабилизатора реакции производили огнетушащую пену. Объем пены многократно превосходил объем огнетушителя. 38. Спидометр, Хорватия. За изобретение этого важного автомобильного прибора
Все мы можем поблагодарить хорвата Йосипа Белушича за то, что он позволил вам увидеть, насколько быстро мы едем на автомобиле. 39. Пистолет-транквилизатор. Колин Мёрдок из Новой Зеландии первым изобрел пневматическое нелетальное ружье-транквилизатор в 1950-х годах. Пожалуй, одно из самых гуманных типов оружия в мире. 40. Подводная лодка. Считается, что ирландский инженер Джон Филипп Холланд стал первым изобретателем прототипа современной подводной лодки. Именно по его стопам пошли другие инженеры, быстро развив идею, открыв сезон подводной охоты. 41. Очки для чтения. Прототип современных очков был изобретен в Италии примерно в 1284 году. Создателем первых очков считается Сальвино Армати. Единственная загвоздка состоит в том, что документальных подтверждений этому нет до сих пор, но это не так уж плохо, ведь всего через 5 лет появились первые письменные свидетельства уже мелкосерийного производства этих важных оптических приборов для людей с нарушением зрения. 42. Керосиновая лампа. Современные керосиновые лампы были впервые изобретены польским изобретателем, предпринимателем, фармацевтом и химиком-технологом Игнатием Лукасевичем в 1853 году во Львове. 43. Пуговицы. Пуговицы были изобретены пакистанцами, живущими в долине реки Инд. Такие застежки, точнее, то, что их сильно напоминало, появились в 3-м тысячелетии до нашей эры. Похожие на пуговицы предметы обнаружили во время раскопок в долине Инда. 44. Volkswagen. Все знают, что Volkswagen – это немецкая марка автомобилей. Многие также знают, что к созданию народного автомобиля приложил руку Адольф Гитлер. И поскольку этот немецкий диктатор был австрийцем, то можно чисто технически считать, что и Австрия сделала свой вклад в создание этого, впоследствии автомобильного гиганта. 45. USB-флеш-накопитель, флешка. Еще одно изобретение, которое многие считают американским, но оно на самом деле таковым не является. На самом же деле USB-накопитель был изобретен в 1999 году Амир Баном, Дов Мараном и Аран Агданом, работавшими в израильской компании M-Systems. А вот то, что первый патент на флеш-накопитель был зарегистрирован в США, это уже другой факт. 46. Почтовый индекс. Хотя Лондон и стал первым городом, который был разделен на районы для удобства доставки корреспонденции, идея дать им код пришла из СССР, где в Украинской ССР в 1932 году она благополучно была применена. 47. Камера контроля скорости. В следующий раз, когда вы получите штраф за превышение скорости с фотографией, не забудьте выразить благодарность голландской компании Getsomer BV за такой отличный подарок. 48. Спрей. Первый аэрозольный спрей был изобретен в 1926 году норвежским инженером-химиком Эриком Радхеймом. 49. Туалетная бумага. Первые письменные документы о появлении туалетной бумаги относятся к Китаю VI века. 50. Коктейль Молотова. Этот популярный нынче у разных, радикально настроенных граждан из разных стран, горючий коктейль изначально был изобретен финнами во время Советско-финской войны 1939-40 годов. 51. Цветной телевизор. Шотландский изобретатель Джон Берт изобрел первый в мире цветной телевизор. Свой первый в мире цветной передатчик он продемонстрировал 3 июля 1928 года. 52. Целое число 0. Хотя древние египтяне использовали 0 в качестве символа, индийцы первыми стали использовать 0 в вычислениях. 53. Военный оркестр. Именно Османская армия положила начало традиции военного оркестра еще в XIII веке. 54. Электродвигатель. Опыты венгерского физика Аниаса Едлика с электромагнитными катушками привели к созданию современных электродвигателей. 55. Фотокопия.
Честер Карлсон, родившийся в 1906 году, является изобретателем ксерографии, фотокопии методом электростатической сухой печати. После окончания физического факультета Калифорнийского технологического института в Нью-Йорке он поступил в патентное подразделение компании Malari. После того, как его работа с патентными чертежами стала занимать много времени, он начал искать практический метод по ее модернизации. По окончании своих изысканий, которые продолжались 4 года, он получил ксерографическую копию в 1938 году. 56. Кондиционер. Уиллис Кэрриер, родившийся в США 26 ноября 1876 года, изобрел первый в мире современный кондиционер. Патентное свидетельство он получил 2 января 1906 года. С помощью механической системы, разработанной Кэрриером, контролируется температура, влажность воздуха, а также циркуляция и частота воздуха. Эта система, созданная Кэрриером, составляет основу современной технологии кондиционирования воздуха. 57. Стиральная машина. Альва Фишер, родившийся в 1862 году, изобрел первую в мире стиральную машину в 1906 году. Эта система, созданная Альвой Фишером, вкратце выглядела следующим образом. Грязное белье помещалось на металлический барабан, расположенный горизонтально внутри машины, а сам барабан вращался с помощью электричества. Таким образом, белье, которое постоянно контактировало с водой, очищалось. 58. Пересадка сердца. Доктор Кристиан Барнард 2 декабря 1967 года впервые сделал пересадку сердца в Кейптауне, Южная Африка. Операция, которая длилась 6 часов, прошла успешно, но через 18 дней пациент скончался из-за воспаления сердца. 59. Компьютерная мышь. Первая в мире мышь была разработана Дугласом Энгельбартом в 1964 году в Стэнфордском научно-исследовательском институте. Эта мышь, сделанная из дерева, могла двигаться только в одном направлении, а не во всех направлениях, как нынешние мыши. 60. Швейная машина. Бартолеми, родившийся в 1793 году, изобрел швейную машинку в 1829 году. Получив патент в 1830 году, в том же году он открыл первую в мире швейную фабрику по производству одежды и начал выпускать униформу и одежду для армии. Многие портные, опасаясь потерять работу, уничтожали эти машины. В результате пожара на заводе оборудование стало непригодным для использования. Бартолеми, умерший в 1857 году, до самой смерти пытался улучшить свое изобретение. 61. Сплошной купальник. Аннет Келлерман, австралийская пловчиха, имеет много достижений. Аннет Келлерман, которая впервые надела цельный купальник, стала для женщин образцом мужества с точки зрения того времени. В 1907 году она защищала право женщин носить цельный купальник и была арестована по обвинению в аморальности. 62. Бильярдный шар. Изначально бильярдные шары изготавливались из слоновой кости, что делало бильярд очень дорогим видом спорта и приводило к гибели многих слонов. Так, в XIX веке увлечение бильярдом, который становился все более популярным в Америке, привело к гибели тысяч слонов. Эта ситуация побудила людей к поискам заменителя слоновой кости, и в 1869 году компания Hyatt обнаружила целлулоид, первый синтетический пластик, который можно было использовать для изготовления бильярдных шаров. 63. Правила тенниса. Правила игры в теннис в его нынешнем формате были установлены Уолтером Клэптоном в 1874 году. Он получил патент на эту игру под названием сферистик, и в том же году в Уимблдоне был создан первый в мире теннисный клуб. 64. Бюстгальтер. Мэри Фелпс Джейкобс со своей французской горничной Мари шила первый бюстгальтер, потому что корсет не подходил к платью,
которое она только что купила в 1913 году. Джейкобс подарила нескольким своим друзьям свое новое изобретение. В письме, которое она получила, ей было предложено право на патент. Получив патент, в ноябре 1914 года Джейкобс изготовила несколько сотен бюстгальтеров. Но она не справилась с маркетинговыми проблемами и продала свой патент корсетной компании братьев Уорнер за $1500. 65. Солнцезащитные очки. Джеймс Эйскоу изобрел солнцезащитные очки в 1752 году. Он считал целесообразным использовать стекло зеленого и синего цвета для здоровья глаз. 66. Электрические светофоры. Электрические светофоры были разработаны Гарретом Морганом в 1923 году. Морган начал работать над этим механизмом после того, как один из газовых светофоров взорвался, что привело к гибели полицейского. Морган выбрал для светофоров цвета и порядок их расположения. 67. Стоматология. До XVIII века парикмахеры, кузнецы и ветеринары больше интересовались здоровьем зубов, чем дантисты. Человек, который сделал стоматологию отраслью медицинской науки и считается пионером в этой области, француз Пьер Фашар. Благодаря своей работе он считается отцом современной стоматологии. 68. Футбольный удар. Рамон Онсага, родившийся в 1894 году, принес в футбол удар через себя в падении. Он получил убежище в Чили и впервые выполнил этот бросок в 1914 году на стадионе Талькауана в этой стране. Изначально это движение называлось чилена, что означает удар в чилийском стиле. 69. Братья Райт совершили полет на самолете, не первыми в мире. По-видимому, новозеландский фермер Ричард Пирс совершил перелет примерно на 320 метров в марте 1903 года, за 9 месяцев до того, как его совершили братья Райт из США. Достижение братьев Райт перед фермером с другого конца света, в частности, было в длительности полета и в более классической, прогрессивной схеме самолета. Но если копнуть еще глубже, то самый первый полет на праотце самолетов был совершен на английском летательном аппарате Томаса Моя в июле 1875 года. 70. Хот-доги были изобретены в Германии и Австрии. Хот-дог – еще один символ Америки, знакомый нам с начала 20 века. Некоторые компании, производящие этот фастфуд, не менее популярны в США, чем Макдональдс, например, забегаловка быстрого питания Nathan's Famous, которая с 1916 года делает действительно очень вкусные хот-доги. Так вот, значит ли это все то, что хот-доги – это очередное изобретение американцев? Нет, отнюдь. По всей видимости, первая сосиска для хот-дога была изобретена, как водится, еще в Древнем мире, а точнее в Древнем Риме, когда повар императора Нерона запечатал фарш в промытую свиную кишку. Ну а современный аналог сосисок, которые мы едим сегодня, был изобретен практически одновременно в двух европейских городах: Франкфурте, Германия, и Вене, Австрия. И да, в Штаты привез рецепт вкусных сосисок именно европеец, еврейский иммигрант из Польши Натан Хандверкер. 71. Яблочный пирог не был изобретен жителями в США. Удивительно, но многие жители США искренне уверены, что яблочный пирог – это их национальная еда, которая, внимание, была придумана в Штатах. Странно даже, почему большая часть остального мира уверена в том, что яблочный пирог на самом деле был сделан в Старой Англии, а уже потом переместился на новый континент с первыми переселенцами. В США даже есть фраза, называющая его зенитом американской культуры и акцентирующая внимание на этом действительно вкусном и простом лакомстве, такой же американский, как яблочный пирог. Только вот незадача, рецепт очень похожего пирога можно было найти еще у древних греков. Но именно в средневековой Англии это блюдо снискало по-настоящему народную любовь среди большей части Западной Европы. Затем в Северную Америку приплыли поселенцы и привезли с собой знания о вкуснейшем пироге. Кстати, кто первыми
начали готовить пироги на Новой Земле, также доподлинно неизвестно. То ли британцы, то ли голландцы. 72. Государственный гимн Америки исполняется на мелодию британской застольной песни. Фрэнсис Скотт Киадвака, поэт, в сентябре 1814 года написал стихотворение, которое в итоге стало государственным гимном США, получившим название «Знамя, усыпанное звездами». Считается, что слова были положены на британскую застольную песню «To an Acre in Heaven», в которой в шуточной форме восхвалялся разврат, а отнюдь не патриотизм и другие формы возлияния и отдыха. Но американцы с гордостью слушают и поют эту непростую мелодию, из которой большинство знают лишь первый куплет, и то не весь. 73. Идея телефона возникла у Александра Белла в Канаде, а не в США, хотя многие люди могут назвать человека, который изобрел телефон, американского ученого шотландского происхождения Александра Белла, они будут удивлены, узнав, что Белл, семья которого эмигрировала в Канаду в 1870 году, придумал идею устройства связи в городе Брантфорд, провинция Онтарио. Да, Белл подал патент на свое изобретение, телефон в США, но вновь вернулся в Канаду, где и произвел первый междугородний звонок из Брантфорда в Париж. Расстояние между этими двумя городами было примерно 16 километров. У американского изобретателя Александра Белла было много предшественников, в том числе создатели телеграфа, на основе которого и появился телефон. И все-таки именно он в феврале 1876 года подал заявку о патенте на изобретение телефона. Но вот совпадение, в тот же день американец Элайша Грей тоже заявил о патенте устройства для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом. Начали выяснять, и оказалось, что Белл опередил Грея на несколько часов, поэтому пальма первенства досталась ему. Как и патент номер 174-465, который назовут самым дорогим в истории. А вообще, конструкция самого первого телефона напоминала виселицу. Его так и назвали «виселица». Звук он передавал очень плохо, но уже после подачи патента Беллу удалось модифицировать устройство. По легенде, 10 марта 1876 года Белл и его помощник Томас Ватсон проводили опыты. Когда они стали расходиться по разным комнатам, Белл будто бы пролил себе на брюки кислоту из батареи и громко позвал Ватсона на помощь. Тот не услышал окрик вживую, но впервые в истории услышал его из приемника. Вбежав в комнату, он воскликнул: «Я слышал каждое слово». 74. Джинсовая ткань деним была изобретена во Франции в XVIII веке. Казалось бы уж что-что, а деним, ткань из джинсы, это самое что ни на есть Америка. Ковбои, хлопок и так далее. Но и здесь американцев ждет разочарование. Джинсовая ткань была изобретена, как и все дельное, разумеется, случайно, и во Франции в XVIII веке в городе Ним. В попытках скопировать итальянскую ткань серж, французы немного перемудрили и создали материал, названный серж де нимес, что в итоге было сокращено до деним. Ткань уплыла за океан вместе с Лёбом Штраусом, который эмигрировал из Баварии в 1853 году. Взявший измененное имя Леви Страус, немец правильно распорядился подарком французов и, объединившись с Джейкобом Дэвисом, портным из Невады, зарегистрировал патент на брюки, усиленные заклепками, для горнодобывающей промышленности. Новые штаны понравились в итоге не только горнякам. 75. Арахисовая паста родом из Южной Америки. Еще одна вещь, которой американцы гордятся, но, как оказывается, все же немного зря. Арахисовая паста. Арахисовая паста, если судить по фильмам, играет важную роль в культуре США, особенно среди афроамериканцев. Но впервые арахисовая паста была зарегистрирована как товарный знак в США канадским химиком Марселусом Гилмору Эдсоном в 1884 году. И уже позднее в пластичный арахис были внесены доработки американскими врачами, которые запатентовали метод превращения сырого арахиса в арахисовое масло, создали и запатентовали машину для производства арахисового масла. Впрочем, изначально арахисовое масло
впервые появилось в Южной Америке задолго до прибытия англичан на Северный континент, и впервые начали добывать его инки и ацтеки. 76. Первый автомобиль был изобретен в Германии. Да, Генри Форд посадил Америку на колеса, но автомобиль миру подарил другой человек, имя которого вы все знаете — Карл Бенц. Впервые в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был запатентован 29 января 1886 года в Германии. 77. Ранее эксперименты, которые привели к созданию телевидения, проводились в России и Великобритании. Кто стоял у истоков изобретения телевидения? Кто-то скажет, что этим человеком был Фила Тейлор Фарнсуорт. Кстати, в его честь назван герой телесериала «Футурама», профессор Фарнсуорт, американец, известный как отец электронного телевидения. Но история говорит нам несколько о другом. Как это часто бывает, изобретению американца предшествовали более ранние эксперименты Бориса Розинга в Российской империи и Джона Лауги Берда в Англии. Для преодоления недостатков механической развертки Розинг изобрел первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развертки, построчной передачи в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приемном аппарате, то есть впервые сформулировал основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия. 25 июля 1907 года ученый подал заявку на способ электрической передачи изображений на расстояние. По этой заявке 30 октября 1910 года ему был выдан патент, привилегия, согласно существовавшей тогда терминологии, номер 180-76. Одним из учеников Розинга был не менее великий новатор современного телевидения Владимир Зворыкин. Джон Лауги Берд, в свою очередь, в 1924 году обнаружил, что вращающиеся диски Нипкова с отверстиями могут передавать изображение механически. И в феврале этого года он продемонстрировал механическую телевизионную систему, способную передавать и отображать движущиеся изображения. 78. Электрическая батарея была изобретена в Италии в XIX веке. Когда вы думаете об аккумуляторных батареях, возможно, вы представляете себе заводного кролика-энерджайзера. И с одной стороны вы правы, ведь американский производитель химических источников тока Energizer известен с 1896 года. Но это не он изобрел батарейки. К их созданию приложил руки итальянский физик Алессандро Вольта. Тот самый, в честь которого назвали единицу измерения электрического потенциала вольт. Итальянец изобрел первую электрическую батарею в 1800 году. Она была названа «Вольтов столб». В 1800 году итальянский ученый Алессандро Вольта опустил в банку с кислотой две пластинки, цинковую и медную, и соединил их проволокой. После этого цинковая пластина начала растворяться, а на медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта предположил и доказал, что по проволоке протекает электрический ток. 79. Хотя Томас Эдисон использовал рентгеновские технологии, в некоторых своих изобретениях рентгеновская фотография была изобретена в Германии. В 1895 году немецкий инженер-механик Вильгельм Рентген, позже получивший Нобелевскую премию по физике, открыл рентгеновское излучение. Томас Эдисон опирался на открытие рентгена и, используя его исследования в качестве основы, сделал такие изобретения, как, например, люминесцентная лампа. Однако Эдисон прекратил эксперименты с рентгеновскими лучами, когда его помощник умер от осложнений, вызванных радиационным облучением. 80. Эдисон не был первым, кто создал лампочку. Пути обыкновенной лампочки в вашей люстре неисповедимы, как история ее создания. Потому что она настоящее дитя полка, у нее много создателей, в том числе и наших соотечественников. Началось все в 1840 году, когда британский астроном пропустил электрический ток через платиновую проволоку, помещенную в стеклянный цилиндр, и обнаружил, что она светится. Потом был русский ученый Александр Милошенко,
который в том же году начал разработку угольной нити. Потом американец Джон Старр, получивший в 1844 году патент на электролампочку с угольной нитью. И понеслось, изобретение модифицировалось еще не раз, но все равно лампочки тех лет работали плохо, и то и дело перегорали. Неудивительно, что среди изобретателей началась гонка, кто первым сделает долговечную лампочку. Один из первых к финишу пришел российский инженер Александр Ладыгин, получивший патент на нитевую лампу в 1874 году. И только потом, уже в 1879, американец Томас Эдисон создал лампу со сроком службы 40 часов. Но наш ученый не сдавался и в 1890-х годах придумал несколько типов ламп с нитями из вольфрама и молибдена, а еще догадался закручивать их в виде спирали, чтобы лампа светила ярче, и откачивать из них воздух, чтобы светило дольше. 81. Кукурузный сироп. Признайтесь, вы думали, что его придумали американцы? Мы тоже так думали. Но изобретателем кукурузного сиропа являются японцы. Это определенно японцы подарили нам этот популярнейший подсластитель. Кукурузный сироп имеет свойство не засахариваться и сохранять влагу в массе приготовляемого продукта, что помогает продуктам иметь более нежную текстуру, выглядеть более свежими и не высыхать. 82. Возможно, блокнот – это икона американской журналистики, но изобрели его в Австралии. Несмотря на статус символа американской журналистики, блокнот на самом деле был изобретен в Австралии в 1902 году Берчалом, который владел канцелярским магазином в Тасмании. Ему надоело продавать пищевую бумагу сложенными стопками, и он склеил стопку разрезанных пополам листов и добавил кусок картона, чтобы скомпоновать изобретение. Так и родился первый в мире блокнот, получивший название Silver City Writing Tablet. 83. Кофе без кофеина изобрел немец. Если вы предпочитаете пить кофе без кофеина, за это вам стоит поблагодарить немецкого продавца кофе Людвига Розелиос, который смог придумать процесс удаления кофеина из черного напитка. В 1905 году Розелиус осознал, что кофеин можно удалить из кофейных зерен при помощи углеводородного бензола. Метод сегодня не используется, поскольку углеводородный бензол оказался серьезнейшим канцерогеном. Со временем ученые открыли гораздо более безопасные методы удаления кофеина из зерен. 84. Наркоз. Когда был применен первый в мире наркоз, доподлинно неизвестно. Но одна из первых операций под общей анестезией состоялась в 1846 году. Это было удаление нижнечелюстной опухоли, и провел его американский стоматолог и хирург Уильям Мортон. В том же году другой американец, и тоже стоматолог Хорас Уэллс, удалил зуб пациенту под тем же эфирным наркозом. А год спустя независимо друг от друга наркоз в хирургии успешно применили и российские медики, доктор медицины Федор Иноземцев и знаменитый ученый-анатом Николай Пирогов. 85. Телеграф. Электрический телеграф является первым изобретением, позволяющим передавать информацию на большие расстояния. Принцип действия устройства заключается в его способности использовать электрические импульсы для связи. Изобретателями телеграфа стали ученые Уильям Кук и Чарльз Уитстоун. Коммерчески эксплуатировать это первое в мире телекоммуникационное устройство стали в 1837 году. 86. Цемент. Появление такого материала, как цемент, стало поистине революционным событием в области строительства. Первооткрывателем стал талантливый российский ученый Егор Челиев. В 1822 году специалисту удалось получить цемент, используя для этих целей соединения глины и извести, взятых в определенных пропорциях. Позже, в 1824 году, изобретение цемента запатентовал британский ученый по фамилии Аспинт. 87. Компьютер. Современные люди не представляют своей жизни без компьютера. Первый в мире цифровой электронно-вычислительный аппарат появился в 1946 году
благодаря разработкам американского физика-инженера Джона Мокли. На данный момент компьютер является универсальным средством обработки, сохранения информации и передачи ее на дальние расстояния. 88. Интернет. У всемирной паутины, как и большинства глобальных изобретений, было множество прообразов и создателей. Впрочем, двух из них, основателей так называемого протокола TSR-IP фундаментальной сетевой модели, лежащие в основе передачи данных в цифровом формате, называют отцами интернета. Это Роберт Элиот Кан и Винтон Грей Сёрф. Предшественниками интернета считаются системы ARPANET и FIDONET, а днем рождения – 29 октября 1969 года. Известно даже время появления на свет – в 21 час между двумя узлами сети ARPANET, которые находились на расстоянии 640 километров друг от друга в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и Стэнфордском институте, был проведен сеанс связи. Экспериментаторы были намерены передать слово «лог», а в дальнейшем «логин», команда входа в систему, но изначально удалось передать только слог «ло». Но и это был прорыв. Дальше система развивалась не быстрыми темпами, главным образом по причине отсутствия персональных компьютеров, а полноценной сетью, объединившей миллионы пользователей, интернет стал только в 1990-е годы, когда появились веб-сайты и интернет-провайдеры. Зато после этого он зашагал по планете семимильными шагами. Им пользуются даже в диких племенах, а во время коронавируса он спасал людей от одиночества. 6 августа 1991 года британский ученый Тим Бернерс-Ли размещает в интернете первый сайт с основной информацией о его технологии 3W и о том, как просматривать документы и скачивать браузер. Этот день дал старт развитию пользовательского интернета. Роль, которую играет интернет в нашей жизни, переоценить невозможно. Пожалуй, это величайшее открытие 20 века. Кстати, Windsurf продолжает работать, но уже над проектом космического интернета. Сейчас его команда ведет испытания нового протокола передачи данных, который потенциально мог бы обеспечить связь в космосе. 89. Ученые не приходили к единому мнению о тектонике плит до 1960-х годов. Континенты движутся по поверхности Земли, это научный факт. Да, очень медленно, но у нас есть горы доказательств, буквально, что горы, что это происходит. Когда тектонические плиты сталкиваются друг с другом, мы получаем горные хребты, вулканы и землетрясения. Когда они расходятся, мы получаем континенты, которые на карте выглядят как явно разделенные кусочки головоломки с соответствующими схожими окаменелостями в областях, которые ранее были соединены. Но эта идея не казалась ученым убедительной, аж до 1960-х годов, когда теория тектоники плит наконец не была подтверждена накопленными данными, чтобы точно заявить, геотектонические процессы проходят именно так. 90. Витаминам потребовалось много времени, чтобы их признали. Европейские моряки еще в 1700-х годах на своей практике выяснили, что им нужно брать на борт цитрусовые, если они хотят предотвратить цингу. Поэтому вдвойне удивительно, что ученые палец о палец не ударили, чтобы исследовать феномен и выявить хотя бы общее понятие витамина С. Понятие, которого не существовало в научной среде аж до 20 века. И все это несмотря на то, что все же был проведен достаточно известный эксперимент, который должен был доказать, что эти фрукты были особенно важными для здоровья и иммунитета. Интерпретация его результатов оказалась неверной, а точнее антинаучной, что цинга возникает из-за дисбаланса так называемых гуморов организма, а не из-за отсутствия в рационе особого питательного вещества. И лишь в статье 1912 года наконец была выдвинута идея о том, что некоторые болезни, вызванные недополучением питательных веществ, включая цингу, могут быть предотвращены и излечены добавлением определенных профилактических веществ, которые автор назвал витаминами. 91. Сперва человечество изучило сердцебиение, но кровообращение было изучено позже. Древние греки и европейцы средних веков, разумеется, знали, что сердце бьется, но они думали,
что оно просто транспортирует кровь из печени, где она вырабатывается, в ткани организма, где она расходуется. Уильям Гарвей опубликовал в 1628 году научный труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором утверждалось, что кровь на самом деле возвращается из тканей тела обратно в сердце, и именно поэтому у нас есть и артерии, и вены. 92. Уран, Нептун и Плутон появились на звездных картах немного позже. До изобретения телескопов мы могли видеть только 5 планет – Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Уран был открыт в 1781 году, а Нептун в 1846 году. Плутон же был обнаружен на небосводе только лишь в 1930 году. 93. Мы не очень давно и много знаем о динозаврах. Кости динозавров лежали в земле дольше, чем люди начали ходить по ней, но ученым потребовалось длительное время, чтобы выяснить, что такое вообще существовало. Есть исторические примеры, когда люди, обнаруживавшие кости больших рептилий, приходили к странному выводу, что это были останки вымерших гигантских людей, или библейские существа, или кости драконов. Первые описания динозавров, основанные на скелетах мегалозавра и игуанодона, были опубликованы в 1824 и 1825 годах. Термин «динозавр» был введен в обиход в 1841 году. 94. Часовые пояса также появились относительно недавно. Формирование часовых поясов, часовых зон, связано со стремлением, с одной стороны, учитывать вращение Земли вокруг своей оси, а с другой стороны определить территории, временные зоны, с примерно одинаковым местным солнечным временем, таким образом, чтобы различия по времени между ними были кратны 1 часу. До появления самолетов и международной телефонной связи в этом не было никакого смысла, и никто этим не занимался. Более того, даже после создания 24 административных часовых поясов, далеко не во всех странах это нашло положительный отклик. Все привыкали к такому синхронизирующему нововведению постепенно. Даже до сих пор страны по-своему интерпретируют данный инструмент. Так, в России 11 часовых поясов, а вот в Китае, не самой маленькой стране в мире, лишь 1. 95. Микробы несколько сотен лет назад это была смешная теория. Мир полон микроскопических существ, и сейчас мы принимаем это как должное. Если есть еду, которую ранее уронили на землю, это может вызвать приступ желудочной инфекции. Если не мыть руки перед едой, сейчас все знают, чем это может закончиться как минимум отравлением. Ну и, конечно же, любой хирург перед операцией, чтобы избавиться от микробов на руках, тщательнейшим образом помоет руки и наденет стерильные перчатки. Но потребовалось действительно очень много времени, чтобы эта концепция была разработана, а тем более принята. Нет, конечно, концепции того, что грязные или пропавшие, несвежие, вещи вредны для людей, была широко известным фактом, но объяснения не давали понять основную идею о том, что там присутствуют невидимые глазу микроорганизмы, которые могут вызывать всякое. Вместо этого предлагалось просто держаться подальше от неприятных запахов или нюхать пропитанные духами тряпки, чтобы уберечься от болезней. А ведь микробов открыл и описал Антони ван Левенгук еще в 1676 году, но даже его описание, отправленное Лондонскому королевскому обществу, не возымело должного эффекта. До появления основ гигиены было еще около 200 лет. Лишь работа Луи Пастера в 1860-х годах начала менять умы, в первую очередь ученых, настолько, что микробиология стала реальной наукой. Болезни начали связывать с определенными бактериями. Одним из первых заметных случаев стало открытие бациллы сибирской язвы в 1876 году. 96. Вирусы выявили еще позже. Под микробами мы обычно понимаем бактерии, а бактерии, в свою очередь, были первыми микробами, которые были обнаружены визуально. Вирусы оказались более хитрыми, поскольку их нельзя увидеть через обычный оптический микроскоп.
Термин «вирус» предложил голландец Бейеринг для обозначения инфекционной природы отфильтрованных растительных жидкостей. В течение последующих десятилетий после открытия вирусы изучались слабо, и ученые в основном спорили по тому поводу, что они собой представляют. Но по поводу того, что они способны вызывать заболевания, ни у кого изначально вопросов не возникло. И лишь в 1940 году были опубликованы первые фотографии вирусов, видимых через электронный микроскоп, показывающие, что они представляют собой твердые объекты с идентифицируемыми элементами. 97. Группы крови также были обнаружены относительно недавно. Теперь знают даже далекие от медицины люди, что переливание крови не может проводиться без учета группы крови пациента, иначе наступит его смерть. А знали ли вы, что лишь примерно в 1900 году врачи выяснили, что кровь некоторых людей при смешивании может сворачиваться, в то время как у других пар людей кровь может смешиваться без образования этих комков? Это привело к признанию того, что для переливания крови требуется определенный тип совместимости между кровью донора и реципиента. Но и на этом сложности не закончились. Переливание крови не стало обычным делом, пока врачи не выяснили, как хранить кровь без ее свертывания. Все вместе позволило открыть новую главу в спасении сотен миллионов человек в будущем. 98. Сердечно-легочная реанимация не была признаваема важной процедурой для спасения жизни до 1960 года. Сердечно-легочная реанимация, проводимая для поддержания жизни человека, когда его сердце перестает биться должным образом, не была кодифицирована в набор широко признанных процедур до 1960 года. До этого людям, которые тонули, предлагалась искусственная реанимация рот в рот, и иногда использовались компрессии грудной клетки. Но не все вместе. 99. 3D-принтер. 9 марта 1983 года устройство, над которым работал американский инженер Чарльз Халл, смогло произвести 3D-печать чаши. Первый 3D-принтер был довольно габаритной промышленной установкой. Он создавал трехмерный объект путем нанесения фотополимеризующегося материала на подвижную платформу по макету. Первый серийный 3D-принтер SLA-1 был выпущен в 1987 году. Изначально его предполагалось использовать в автомобилестроении. Но в наши дни 3D-печать применяется буквально везде. В Европе в 2020 году 3D-принтер создал первый дом, а частная космическая компания Relatively Space поставила целью полностью напечатать на принтере ракету и активно движется в этом направлении. 100. Сотовые телефоны. 3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер впервые дозвонился до абонента с сотового телефона. Протомобильник весил почти 1 килограмм и был 25 сантиметров в длину. Однако первый коммерческий сотовый телефон появился на рынке только 6 марта 1983 года, когда Motorola представила Dynatec 8000X. Мобильник был немного компактнее, он весил 794 грамма, зато стоил $3500, намного дороже новенького iPhone. Несмотря на это, отбоя от желающих купить новинку не было в очередь, записывались тысячи жителей США. Мобильная связь дала нам возможность моментально обмениваться информацией из любой точки мира. Данные стали распространяться быстрее, а прогресс в целом сильно ускорился. Устройства стали меньше, мощнее и функциональнее. Теперь у нас есть не только мобильные телефоны, но и их производные, планшеты, электронные книги, умные браслеты. Благодаря развитию сетей связи, получить огромный набор услуг теперь можно из любой точки мира. Как хорошо, что есть люди с пытливым умом, которые все время что-то изобретают, пытаются усовершенствовать. Ведь если бы не они, не было бы у нас сейчас ни стиральных машин, ни кино, ни солнцезащитных очков, ни многого-многого другого. История развития человечества во многом базируется на изобретениях, которые улучшали и помогали понять мир.
некоторые из них были большими по размеру и историческому значению. На этом я бы хотел закончить это видео о 100 открытиях, которые изменили мир. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, кто придумал лапшу быстрого приготовления. Лапша быстрого приготовления – удобный вариант перекуса или даже полноценного приема пищи, когда нет условий, времени или желания для готовки. Но кто же придумал такой удобный формат этого блюда? Считается, что лапшу быстрого приготовления придумал предприимчивый и изобретательный японец, бизнесмен Момофуку Андо. В 1948 году он заметил на улице под дождем длинную очередь к лоточнику, торговавшему лапшой. Приготовление требовало времени и усилий, очередь двигалась медленно, люди продолжали мерзнуть. Тогда Момофуку организовал у себя дома маленькую лабораторию, где увлекся экспериментами, чтобы люди не мучились, а получали лапшу легко, просто залив ее кипятком. Несколько месяцев Андо пытался найти верную технологию. Он высушивал сваренную лапшу, вялил ее на солнце, придумывал все более изощренные способы сушки, но залитая кипятком, такая лапша превращалась в невкусную и довольно противную на вид кашу. Тогда Андо обжарил пропитанную бульоном лапшу на пальмовом масле по аналогии со старинным японским методом обработки продуктов темпура. Высушенные таким образом брикеты при заваривании давали продукт с идеальными свойствами: мягкая, не слипшаяся, ароматная лапша, сохранившая форму. К каждому брикету Момофуку придумал прикладывать 2 пакетика, один с приправами и сушеными овощами, а другой с пальмовым маслом, чтобы лапша была еще ароматнее и сытнее. Продукт до сих пор выпускают с 2 неизменными пакетиками, хотя сейчас уже все чаще без масла, а с порошковой суповой основой. 25 августа 1958 года на продуктовом рынке Японии появился новый продукт – лапша с курицей Chicken Ramen. Но тогда это был не быстрый ужин, доступный каждому, а деликатес. Стоимость одной упаковки составляла 35 йен, что было примерно в 6 раз дороже традиционного рамен. Вот такими у нас получились 100 открытий, которые изменили мир. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.